Линейка Galaxy от Geely – это история не про одну модель, а про целый подход. Такое ощущение, что они решили: окей, давайте закроем вообще все потребности сразу. Причем нормальный, широкий выбор, а не одна модель, но в разных цветах. По сути, это попытка угадать буквально все желания современного водителя. Причем сделано это довольно умно и гибко. Тут нет истории: вот вам один вариант, берите или уходите. Хочешь седан? Пожалуйста. Нужен кроссовер для семьи или поездок? Тоже есть. Думаешь о гибриде или уже готов пересесть на электрокар? Без проблем, выбирай под свой стиль жизни. И вот в этом, пожалуй, главный смысл всей линейки – не подгонять тебя под машину, а подстроить машину под тебя. При этом сам бренд Galaxy появился совсем недавно, в 2023 году, как технологичное направление Geely для электрифицированных моделей. Но развивается он с такой скоростью, что за короткое время успел сформировать вполне внушительный модельный ряд и выйти за пределы внутреннего рынка Китая. Сегодня пойдет речь о ярком представителе этой линейки – Geely Galaxy Starship 7, который за пределами Китая знают под другими именами – X5 или Stayray в Европе, но суть от этого не меняется. Перед нами одна из ключевых моделей новой волны Galaxy – кроссовер, призванный охватить максимально широкую аудиторию. Интересно, что еще совсем недавно он воспринимался исключительно как подзаряжаемый гибрид. Но на пекинском автосалоне Geely сделала логичный, но важный шаг – представила полностью электрическую версию. И вот тут модель начинает играть по-новому. Теперь это не просто один вариант силовой установки, а выбор между двумя разными философиями – гибкостью гибрида и полной электричностью. Тем более, что заявленный запас хода у электрической версии выглядит вполне серьезно – до 605 километров. Ну а теперь давайте разберемся подробнее. Чем именно интересен этот звездный корабль, и есть ли заметные отличия между электрической и гибридной версиями, как снаружи, так и внутри. Дизайнеры Geely в этой модели продолжают двигаться в сторону так называемого технологичного минимализма. И если посмотреть на электрическую версию Starship 7, то становится видно, общий силуэт знакомый, он во многом повторяет гибридную версию, но при этом машина получила целый ряд аккуратных, но заметных изменений, связанных уже с полностью электрической начинкой. Самые очевидные правки спереди. Электромобилю не нужен такой же интенсивный приток воздуха для охлаждения ДВС, поэтому бампер стал более гладким и обтекаемым с переосмысленными боковыми элементами. А нижний воздухозаборник получил более плоскую, аккуратную форму. Дневные ходовые огни протянулись во всю ширину передней части, визуально расширяя автомобиль. А сзади фонари получили переработанную графику. Отдельный небольшой штрих – зарядный порт. Его перенесли на переднее крыло, деталь, которая отличает электрический Starship 7 от многих других моделей бренда. Кроссовер по-прежнему предлагается с колесами на 18 или 19 дюймов. При этом оба варианта получили аэродинамически оптимизированный дизайн, что тоже работает на общую эффективность электромобиля. Коэффициент сопротивления которого, кстати, 0,278. Starship 7 по габаритам не пытается удивить какими-то радикальными изменениями, он сохраняет основу гибридной версии. То есть перед нами все тот же кроссовер с длиной 4740 мм, шириной 1905 и высотой 1685 а колесная база составляет 2755 мм. Дорожный просвет официально пока не уточнен, но логично ожидать около 165 мм, как у гибридной версии. Снаряженная масса 1700 кг. Электрический Starship 7 построен на архитектуре GEA. В основе переднеприводная схема с одним электромотором. По сути, ставка сделана не на спортивный характер, а на рациональность и повседневную эффективность. Электромотор выдает 218 лошадиных сил и 300 ньютон крутящего момента. А вот по батареям предлагают два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Первый на 60 кВт-часа с запасом хода до 525 км. Второй более емкий на 68,4 и с заявленным пробегом до 605 км на одной зарядке.
В компании говорят, что инженерам удалось снизить средний показатель энергопотребления до 12,4 кВт-часа на 100 км. Но важно помнить, все эти цифры получены по китайскому циклу, а в реальной эксплуатации пробег обычно скромнее. Кроссовер построен на 800-вольтовой архитектуре, и по предварительным данным, чтобы зарядить батарею с 30 до 80%, потребуется примерно 20 минут. Внутри новый электрический кроссовер во многом повторяет гибридную версию. Но при этом здесь Geely заметно усилили цифровую составляющую за счет технологий Meizu, поэтому мультимедийная система работает на платформе Flyme Auto. По сути, это автомобильный интерфейс с логикой смартфона, многоэкранность, быстрые переходы, привычные жесты. Все это работает на 7-нанометровом чипе Dragon Eagle One, так что система реагирует довольно быстро и без задержек. В центре установлен 15,4-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2,5К. Он берет на себя основное управление функциями автомобиля. Добавим сюда голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Он понимает довольно сложные команды и может брать на себя управление разными функциями автомобиля, не заставляя водителя отвлекаться от дороги. Дополнительно есть отдельный компактный дисплей приборной панели и проекционный экран на лобовое стекло, куда выводится ключевая информация для водителя. За мультимедиа отвечает аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, которая делает акцент на объемном и чистом звучании. Если говорить об интерьере в целом, он выполнен в духе минимализма, без перегруза деталями и лишних линий. Руль двухспицевый со скошенной нижней частью выглядит довольно современно. Центральный тоннель двухуровневый, и это уже не только про дизайн, но и про практичность. Там больше места для хранения мелочей. А единая полоса дефлекторов визуально расширяет переднюю панель и делает салон более цельным. По материалам ставка сделана на экологичность, но без ощущения компромисса. Здесь мягкий пластик, эко-кожа и аккуратные вставки под металл. Передние сиденья здесь сделаны с расчетом на комфорт. Есть подогрев, вентиляция и 14-точечный массаж. Причем переднее пассажирское сиденье умеет раскладываться на 180 градусов. Сзади тоже все продумано. Есть подогрев сидений, достаточно пространства для ног, а ровный пол делает посадку комфортной даже для пассажира посередине. И вот тут приятный момент. Багажник на 528 литров. Электрический кроссовер оснащен интеллектуальной системой управления H3. Вместо привычного лидара здесь используется другой набор датчиков. 3-миллиметровых радара, 11 камер высокого разрешения и 12 ультразвуковых сенсоров. На практике это позволяет реализовать функции помощи водителю второго уровня. Система может поддерживать движение на трассе, помогать в городском потоке, брать на себя часть задач при перестроениях и контроле дистанции. Есть и автоматическая парковка, а также функции экстренного торможения. А теперь главный вопрос, который обычно всех волнует – какая цена? И вот тут пока интрига сохраняется. Официальных цен на электрический Starship 7 еще нет. Но если опираться на китайские СМИ, то стартовый прайс ожидается примерно в районе 15-17 тысяч долларов. И звучит это уже довольно интересно, согласитесь. Но давайте не забывать, что китайские бренды любят сюрпризы. И вполне может случиться так, что электрическая версия окажется почти на уровне гибридной. А гибрид сейчас на рынке Китая стоит примерно от 14 300 долларов за базу и до 17 400 за более насыщенные комплектации. Но даже если смотреть на текущие цифры, для городского кроссовера такого класса цена выглядит, честно говоря, очень заманчиво. Благодарим, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и делиться своими комментариями. Ваша поддержка для нас бесценна. Желаем вам отличного дня и безопасных дорог. До новых встреч на канале.